Мне интересно, было у вас такое или нет? Вы начинаете говорить по-русски. Потом вы понимаете, что забыли слово. Или вы не знаете, какой правильный падеж нужно использовать, или какую форму, или вы понимаете, что все, что вы говорили раньше, не имеет смысла, и в этот момент вы начинаете паниковать, вы боитесь и просто решаете перестать говорить. Вообще, все, вы замолчали. Было такое или нет? Скажу честно, что даже у носителей бывают такие ситуации. Но носители перестают говорить, потому что они не знают, как сформулировать, что они хотят сказать, а не потому, что они не уверены в том, какие слова нужно использовать. В этом видео я приготовила несколько фраз, которые используют носители в таких ситуациях. И эти фразы помогут вам трансформировать вашу спонтанную речь, и вы будете звучать не как иностранец, который не знает русский язык, а как носитель, который просто не знает, как правильно сформулировать свою мысль. Ну что, вы готовы обмануть всех вокруг и самих себя? И, конечно, если вам нравится идея звучать уверенно, естественно, то специально для вас в нашем сообществе в мае будет новая тема. Я уже рассказывала про спринты, и в мае будет тема эмоции и чувства. Если вы хотите научиться выражать свои эмоции, свои чувства на русском языке не как трехлетний ребенок, а как взрослый человек и понимать, когда говорят носители о своих чувствах, то, пожалуйста, присоединяйтесь. Ссылка в описании. И двери открыты до вторника. То есть всего 2 дня, чтобы присоединиться. Но если вы смотрите это видео через месяц, через год, то вы все равно можете присоединиться к нашему клубу и посмотреть все записи и все материалы этого спринта. Они доступны для всех участников. Добро пожаловать, а мы с вами начнем. Итак, первая фраза поможет создать контекст, добавить много деталей в ваш рассказ, даже если вы ничего не говорили. Эта фраза «ты меня понял» или «ты меня поняла», «вы меня поняли». Например, вы рассказываете о том, как прошел ваш день. «Ох, ну, я сегодня устала, было много работы, я плохо спала, ну ты понял, ну ты поняла». И человек сразу чувствует себя на одной волне с вами. Он вспоминает, когда он тоже устал, когда было много работы, когда плохо спал, и «ну ты меня понял» сразу дает вот этот контекст, хотя вы не говорили ничего. Или вы рассказываете о фильме, который вы посмотрели, и он вам очень понравился, и вы говорите там играет моя любимая актриса, и вообще история была очень интересная. Но ты меня поняла. Конечно, ваш собеседник сразу вспоминает свою ситуацию, когда он смотрел фильм со своим любимым актером, и там была очень интересная история. И, конечно, он вас понимает. Кстати, вы знаете, как важно ставить лайки видео, которые вам нравятся. Поэтому, пожалуйста, поставьте палец вверх, и, ну, вы поняли, вы меня понимаете, для чего это нужно. Следующая фраза, фраза номер 2. Если честно. Конечно, когда вы разговариваете с кем-то, то вы говорите от всего своего сердца. Вы говорите правду. Но можно добавить эти 2 волшебных слова, если честно. Эти 2 слова звучат очень естественно, и они всегда добавляют такую эмоциональную глубину. Хочешь поехать в парк? Если честно, не знаю. Или наш предыдущий пример. Как твой день? Если честно, я устала. Если честно, я устал. Сразу чувствуется, что это более глубокий, более обдуманный ответ. Аналогичное, хитрое словосочетание
которая показывает, что вы знаете и что вы чувствуете гораздо больше, чем вы говорите, это сложно сказать. Возможно, на самом деле вам сложно сказать. Возможно, вы не помните слово. Возможно, вы не знаете грамматически, как это правильно сказать. Но для носителей сложно сказать, значит, что это просто сложная, интересная мысль. Ну, например, вам понравился фильм? Сложно сказать, наверное, нет. Или даже в таких простых ситуациях. Что ты будешь завтра делать? Какие у тебя планы? Сложно сказать, если честно. Ну, ты меня понял. Мы сразу использовали 3 наших фразы, и вы звучите как настоящий носитель. Следующая ситуация. Вы что-то рассказываете, а потом понимаете, что вы сами не понимаете, что вы только что говорили, и вы не уверены, правильные ли это были падежи, правильные ли это были формы глаголов, виды глаголов. Что можно сказать в такой ситуации? Первая фраза. Короче говоря, или короче. То есть вы говорили длинный монолог, и вы уже запутались, вы не знаете, как найти выход из этого монолога. И, короче говоря, это ваш второй шанс. Это ваш шанс переформулировать, сказать коротко все, что вы говорили до этого. Например, вы рассказываете о каком-то фильме, который вы посмотрели, и вы начинаете сюжет, герои, что было, кто что сделал, и вы понимаете, что вы не понимаете, что вы говорите. И тогда ваш второй шанс, вы говорите: "Короче говоря, Дарт Вейдер был отцом Люка Скайуокера". Все, это ваш второй шанс быть понятным. Вторая ситуация. Вы не обязаны все объяснять. Может быть, вы хотите закончить прямо где вы были, и вы, конечно, можете сказать: "Ну, ты меня понял". Или можно сказать: "Ну, в общем, как-то так". Это такая разговорная фраза, чтобы поставить точку. Но я сначала проснулся, потом я умылся, потом я пошел на работу. В общем, как-то так. Все, точка. В общем, как-то так. А что, если вы не хотите ставить точку, но вы уже запаниковали, вы не знаете, что сказать, и эта пауза длится секунду, 2, 3, и вы не знаете, как вернуться к вашему монологу, как вернуться к разговору. Тут можно сказать эту фразу. А что я хотела вообще сказать? А что я хотела сказать? А что я говорила? А, точно. А, да. И вперед можете продолжать свою мысль. А что если вас спросили о чем-то, и вы понимаете, что это выше вашего уровня? Если вы понимаете, что нет, вы точно ничего не можете сказать. Тоже есть фраза «помощник». Можно сказать: "Ой, не спрашивай". И теперь вы звучите не как человек, который не знает, что сказать и как сказать, а как человек, который просто не хочет отвечать на вопрос, потому что это такой неоднозначный вопрос. Ну, например: "Как твой день? Что ты сегодня делал?" Ой, не спрашивай. Тут главная интонация, потому что это не обязательно означает, что у вас был плохой день. Может быть, у вас было просто много дел, или вы просто не хотите рассказывать, что тоже нормально. Или почему ты такой грустный, почему ты такая грустная? Ой, не спрашивай. Вы не хотите рассказывать все в деталях, но ваш собеседник ваш понял. Но если вы все-таки хотите отвечать на вопросы о том, как прошел ваш день, как вы себя чувствуете подробно, детально, то я приглашаю вас еще раз в наш майский спринт. Ссылка в описании, и я буду вас ждать. И наша последняя фраза на сегодня, которая поможет вам продемонстрировать ваше знание русского языка в лучшем виде. Знаете как, есть, бриллианты, и вот у них должна быть красивая огранка, чтобы они блестели, сверкали. Так и эта фраза.
тоже вам поможет. Я знаю, что вы все знаете разные фразеологизмы, крылатые фразы, интересные выражения, цитаты на русском языке. И это здорово, если вы их используете. Но можно добавить два простых слова перед вашей цитатой, перед такой фразой, как говорится, чтобы показать, что вы свой, чтобы показать, что вы глубоко понимаете культуру и вы пользуетесь русским языком как носитель, даже если это самые простые фразеологизмы, которые учат на уровне А1. Ну, например, слава богу. Как говорится, слава богу. Как говорится, утро вечера мудренее. Как говорится, не в своей тарелке. Кстати, у этого выражения «не в своей тарелке» очень интересная история, но ладно. Итак, у нас было сегодня 8 фраз. Я вам сейчас их быстро расскажу. Ты меня понял? Ты меня поняла? Ну, ты меня понял? Если честно, сложно сказать. Короче говоря, ну, в общем, как-то так. Что я хотела сказать? Да, точно. Не спрашивай. Ой, не спрашивай. И как говорится. Ну что, друзья, на этом все. Мы с вами встретимся через неделю. Или, если вы в наших спринтах, то мы с вами встретимся уж в понедельник. Пока-пока.